Всем привет! Вы на канале Моторный Лайф. Сегодня приглашаю вас посетить городок Берегово, что на Закарпатье. Основанный в 1247 году. Но первые упоминания об этом населенном пункте начали появляться еще в 1063. Здесь сочетаются украинские и венгерские традиции, ведь долгое время Берегово относился к соседней Венгрии. Старинный, романтичный и уютный город Берегово лежит на берегах небольшой реки Верке, и со всех сторон его окружают пологие горные склоны, покрытые виноградниками. Берегово является приграничным городом. Здесь большую часть населения составляют венгры и, соответственно, язык, который звучит на небольших городских улицах, чаще всего тоже венгерский. Берегово называют венгерской столицей Украины. Термальные воды, ароматные вина, прекрасная природа, колоритный закарпатский городок Берегово просто создан для оздоровительного и расслабленного отдыха. Расположенный в 5 километрах от венгерской границы, термальный курорт сохраняет настоящий европейский дух в благородной атмосфере города, стильной архитектуре, языковых традициях. Здесь даже время европейское. Местные жители, как и 500 лет назад, называют свой город на венгерский манер – Берексас, а названия улиц пишутся на двух языках – венгерском и украинском. Есть такая версия о римлянах, которые якобы основали город еще неизвестно когда, и назывался он Перигиум. Возможно, так оно и было, однако научных подтверждений этой сплетни, пущенной о Береговом известным церковным писателем, нет. Официальных версий об основании города две. Первая не очень романтическая, зато похожая на правду. Берегово основал родственник венгерского короля, герцог Ламперт. Город Лампергаза появился на карте Европы в 1063 году. Вторая версия, якобы пастух Сас бездельничал, наблюдал драку двух быков, как вдруг увидел, что животные вырыли копытами яму, а в ней сокровище. На сокровищные средства пастух Сас построил храм, и вот будто от того храма и началась история города под названием Берексас. Именно такое Береговое называли венгры. А современное название придумали позже, когда город перешел в недолгое владение к Чехословакии. Но если венгры называли город Берексас, причем здесь какая-то Лампертгаза? Лампертгаза превратилась в Лампертсас, когда венгерскому королю надоело терпеть набеги половцев, и он переселил в городок саксонцев с Рейна. Говорят, что именно саксонцы, сассы, бросив взгляд на местные горные склоны, поняли, что они просто созданы для виноградников и дали первый толчок местной винодельческой традиции. Берексас город переименовали в связи с тем, что он был центром комитата Берег. Власть над городом переходила из рук в руки. Сначала к трансильванскому князю Габару Бетлину, который даже некоторое время был королем Венгрии, и оставил после себя прекрасный графский двор, а потом к знаменитому роду Шелборнов. В 1566 году город был уничтожен татарами. В 1657 году сожжен польскими войсками, в 1686 году войсками Габсбургов. 22 мая 1703 года на торговой площади города объявили восстание против Габсбургов, а после подавления восстания Карл VI Габсбург забрал город вместе с имением рода Ракоци и в 1728 году передал Шенборнам. В Береговом есть свой дворец Шенборнов. Здешнее помещение дворца послужило в качестве винзавода. В результате знаменитый завод не очень похож на завод. Сказочный дворец, как он есть.
Чтобы отстроить Берексас заново после пожара в XIX веке, понадобились средства и гражданская сознательность семьи врача Линнера. Он отдал под залог свои виноградники, набрал в банках огромных займов, и город был отстроен в том виде, в котором вы можете увидеть его сейчас. Лихорадка 20 века привела к тому, что Закарпатье, а с ним и Береговое, постоянно переходила от одного государства к другому. Недолго радовались местными винами румыны. Берегово быстро отошло к Чехословакии, впоследствии к Венгрии, а в 1944 году его заняла Красная армия. И уже в следующем году Закарпатье было официально признано частью Советской Украины. Берегово – центр венгерской культуры в Украине. Каждый турист, посещающий этот городок, должен увидеть костел Воздвижения Святого Христа. Даже если вы небольшой сторонник осмотра церквей и храмов, все равно не побрезгуйте, ведь это древнейшее каменное сооружение на территории Закарпатья. Позже храм уничтожили татары. Впоследствии его пришлось отстраивать и восстанавливать. Костел размещается на площади Ференца Ракоци. Правда, местные жители очень любят рассказывать туристам, будто этот костел тот самый, который возвел пастух Сас на сокровищные средства. Неподалеку от костела, в изысканном здании эпохи модерна, расположился один из лучших ресторанов города. Когда-то в его помещении было казино. Сюда стоит заглянуть за карпатскими и венгерскими блюдами. Если не лежит душа к ресторанам, можете ограничиться осмотром здания. Оно весьма красивое. Также стоит посетить музей Берегова, расположившийся в бывшем дворце трансильванских князей Бетленов. Даже если студенческие годы остались для вас далеко позади, загляните в Закарпатский венгерский педагогический институт. Его приютил дворец Комитатского суда. Комитат – это административная единица, сегодня это назвали бы область, а британцы скорее назвали бы это графством. Институт украшает собой живописную площадь Кошута. Особой популярностью и известностью пользуется Береговский мост через реку. Уникальное старинное строение, располагающее к романтическим прогулкам и мысленному возвращению в далекое прошлое. Берегово можно просто бродить по городу, наслаждаясь атмосферой улиц и любуясь невысокими домами в стиле модерн. Берегово знаменито не только красивой архитектурой и интересной историей. Город славится на всю Украину своими термальными бассейнами, оздоровиться в которых приезжает с каждым годом все больше желающих. В этих бассейнах вода из термальных источников, в составе которой натрий, кремниевая кислота и многие другие минералы, очень полезные для здоровья. Они оказывают благотворное влияние на организм человека, обладающие целебными свойствами и способные на профилактику различных заболеваний. Самый известный бассейн в Берегово построен еще в 1960-х годах. Наполняется водой из глубокого гейзера, поэтому вода всегда горячая, что делает возможным купание в открытом бассейне в любое время года, чем и пользуются многие туристы.
В отличие от некоторых курортов, где некуда себя деть в перерывах между лечебными процедурами, термальные воды Берегово не оставят вам времени для скуки. Старинный город с прекрасными архитектурными памятниками и солидной историей очарует самобытной атмосферой и подарит незабываемые впечатления. Ну и стоит еще упомянуть местное вино. Завод, к сожалению, закрыт для осмотра, но посетить Закарпатье и не отведать знаменитых закарпатских вин – просто преступление. Продегустировать многочисленные сорта ароматного напитка можно во многих кафе, ресторанах и винных погребах Берегово. Еще стоит посетить Венгерский национальный театр в здании бывшего отеля, построенного в конце 17 века в стиле барокко. Уникальное сооружение, расположенное на северо-востоке города, дворец графов Шенбернов. Он представляет собой удивительный по архитектуре охотничий замок, построенный в 1895 году графом Шенберном. Уникальность достопримечательности не только в его неповторимом и живописном внешнем убранстве, но и в особенном подходе к его планировке. Число окон во дворце соответствует числу дней в году – 365. Число комнат – числу недель в году – 52. Выходы из дворца и башни разных форм сопоставили с временами года. Прекрасным украшением замка являются мужественные геральдические львы. С 1945 года в стенах дворца работает здравница под названием «Карпаты». Город Берегово расположен на северо-восточной окраине Венгерской равнины. В окрестностях имеются невысокие горы, большей частью засаженные виноградниками. Через город протекает канал Верке. Город Берегово снабжается водой преимущественно из колодцев. Резюмируя, вы обязательно должны посетить Берегово, в котором царит дух Венгрии и ее уникальная атмосфера. И для этого, как видите, не обязательно ехать за границу. Достопримечательности Берега в Украине окунут вас в мир архитектурных сокровищ, исторических богатств и колоритной венгерской культуры.